Всем привет, друзья боксерчики, и мы продолжаем снимать тему защиты. И сегодня у нас защита телом. Защита телом очень хорошо сочетается с защитой руками. То есть первично, как обычно это делается из практики, выбирается одна защита, которая уже хорошо делается, и уже на этой защите уже подводятся как бы основные элементы уклона. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Итак, у вас основной элемент защиты – это телом. Но привычнее, когда вот уже одна-две защиты у вас рабочие есть, как, например, схват или блок, или какая-нибудь из подстав, и вгружаете потихонечку. Первый ваш вариант – схват, блок, например, и на себя оттягиваете тело, делаете отклон назад. При этом, смотрите, ваши руки могут остаться вверху. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть вы как бы сгибаете на себя соперника. Смотрите еще один момент. Вот здесь есть нюанс. Когда вы соперника на себя прогибаете, это ваш заряд на удар. То есть вы можете его уже с этой позиции расстреливать. Поэтому то есть у каждой из этих защит тоже есть какой-то обязательный выход к контрдействию, то есть к ударному действию. Почему и нельзя как бы разрывать удар и защиту? Удар все равно будет стараться и обойти его защиту. Поэтому вы вот этим вот движением заряжаете уже удар свой. Задание понятно? Итак, защита телом, оттяжка или уклон назад. Поехали. Вот смотри на меня. Все правильно делаешь, да? Вот в этот момент, когда уходишь на себя, чуть-чуть выровняйся, потому что ты пойдешь потом на удар. Поэтому и поближе его подпускай. Ближе раз, вот смотри, видишь, вот оно где у тебя движение. И ты вот здесь должен взять контроль. Если смотреть, ближе дотягивай до меня. Дотягивай еще. О, вот оно, видишь, где движение? Вот оно оттягивается назад. Раз, 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 другой рукой. Раз, 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 раз. Обязательная дисциплина – это дистанция. Вот эту дистанцию выдержи, потому что когда ты будешь делать, вот еще раз, вот куда-то сюда уходить, как ты будешь тянуться до головы, до его. И поэтому тебе и надо найти вот этот вот минимум, чтобы раз вот минимум у тебя был, чтобы ты быстро вернулся за его рукой, чтобы он даже этого не заметил. Поехали потихонечку, ближе к нему держи дистанцию. Стоп. Сильно бросаешь руки туда вперед куда-то. А не смотри, как незаметно у тебя идут. Раз, видишь, ты прячешься за руками. Ты их и подставляешь. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот когда я тебе сказал про дистанцию, это вот эта вот вещь. Сейчас вам ноги нельзя включать, но дистанцию ты все равно можешь ногами нащупывать. Три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Видишь, все просто. Итак, смотрите, парни, сейчас уклон в сторону. То есть там есть классический вариант, да, когда вы начинаете просто скручивать тело, выставлять плечо и поджиматься на одну сторону и на вторую. То есть у вас движение идет, если вот относительно прямой, то вы как по переносу веса тела скручиваете в одну сторону и скручиваете в другую сторону. Скручивание нужно для двух вещей. Первая вещь – вы защищаетесь. Вторая вещь – вы заряжаете удар. То есть вот эти вот моменты подкрутов, их и надо выставить, потому что зачастую делают с очень большой амплитудой, куда-то проваливаются очень далеко. А вам надо эту амплитуду выровнять под удар, чтобы под удар вы ее точно уже выставили, чтобы могли здесь работать. Поэтому моменты, которые вы подкручиваете, вы уже как бы ориентируетесь на удары и сильно большую амплитуду не делайте. Итак, раз, два, три в сторону. Раз, два, три. Раз, два, три. Подкрутили чуть-чуть, чтобы минимум у вас был. Раз, раз,
Хорошо. Хорошо. Вот, держи руки перед собой. Так, еще разок. Стоп. Парни, давайте, вот есть нюанс такой. Вот есть уклон правильный, есть уклон неправильный. Вот когда вот от этой руки он в ту сторону сваливается, вот это считается правильный уклон. И если он от этой же руки сваливается сюда, считается почему-то вот это неправильным, потому что он выходит на сильную руку. Правильно? Но если, например, пойдет, не дай бог, двойка, то ни вот этот вот отклон, ни вот этот вот уклон правильный не сработают. Объясню почему. Двойка идет взрывом 1 на 1 удар. То есть если, например, нет, я буду бить, смещаюсь сейчас в эту сторону. То есть если даже он угадывает один уклон, я его тут же догоняю. То же самое, когда на отклон он будет делать, я его также догоняю ударом. Но если он сделает уклон в эту сторону, вот эту руку сейчас выстави вот сюда, чтобы она пришла. Я начинаю двойку, он начинает нырять в эту сторону. Вот здесь надо как бы уже хорошую амплитуду взять, потому что удар идет быстро. И он как раз залетает туда сразу. И если ты, например, один из моментов вот маячишь вот здесь вот, только для того, чтобы понять, если идет двойка, вот этот уклон не работает. Вот этот уклон работает. Раз. 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 Но это только для двойки. Попробуйте. Видишь, как опасно, да, вот это перекрестие. Очень трудно выходить вот с уклона вот с этой ситуации. Очень много рисков здесь. Хорошо, парни. То есть один еще из вариантов, это то, когда вы подсаживаетесь. То есть помните, что защита, да, телом, она очень легко комбинируется, то есть как с руками и ногами. Поэтому, когда вы подсаживаетесь вниз, здесь очень много вариантов разворота для удара. Поэтому, если вы просто подсаживаетесь вниз, толку в этом нету. А если вы где-то уже начинаете на чуть-чуть давить наперед, чтобы уже точно под ударом, потому что здесь можно остаться. Вот в этой связке. Раз, два, три. Раз, два, три. Ваша задача прям под руки нырнуть. Сразу предупреждаю, здесь очень много рисков. И вот эти вот, ну, как бы все защиты телом, но они уже боевые, они делаются, возможно, однократно всего. Поэтому вот в этом вот варианте вы точно должны зарядиться на удар. То есть тело опустить правильно. Не просто его вниз, а уже бросить его, как на удар. Он очень хорошо, вот этот вот подсадочка, да, влево и вправо очень хорошо выводит. Но основное движение, то когда вы вниз собираете. Раз, раз, раз. Приготовились? Хорошо. Вот это уже лучше. Это обычные стандарты, которые, ну, новички вгружают. Но они очень хорошо на всю жизнь прокачивают. Так, парни, смотрите, как работает тело. Влево, вправо, назад, вперед. Есть круговое движение. И есть вот такое круговое движение. Защита телом является мастерской. То, что вы пока сейчас подводите, это только маленькие-маленькие такие нюансы. Когда вы глобально начинаете раскидывать телом, вы должны помнить одну вещь. Все вот эти вот движения емкие, все они, ну, затратные. И поэтому вам надо научиться делать минимальные вот эти вот амплитуды, чтобы вы уже чувствовали, где заканчивается удар соперника. Есть вот такие, Рустам, вытяни просто руку. Есть вот такие вот уклоны, когда вы делаете, тоже комбинируете уже с ногами и делаете проходы вот в эти вот стороны.
Точно так же, как вы можете оттягивать по этим сторонам, также можете и подходить к этим сторонам. Сейчас пока ноги мы отключаем, чтобы движение, которое вы делали, немножко с наклоном, сильно не переваливайтесь, чтобы не перегрузить. Поэтому строго чуть-чуть, прям под локоть вы идете. Раз, два, три. 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 Так и хочется прям уже вниз, когда уходишь, вот особенно под уклон, так и хочется прям поднять его. То есть вот поймите то, что вот эти вот уязвимые места, которые открываются во время удара, они вам и нужны. Для этого этой защитой и комбинируется, чтобы вы уже подобрали угол. Итак, приготовьтесь. Хорошо. Выкидываешь руку на меня в голову. Вот сюда ты будешь делать. Вот сюда, вот оно, видишь движение? Вот оно. И потом ты уже будешь здесь подстраивать комбинации. Вот оно, хорошо. Вот оно. Чуть-чуть в сторону. И вот ты упадаешь. И падаешь, вперед подводишь. Раз. 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 Поэтому, видишь, перед этим выставляется защита руками. Чтобы ты на всякий случай уже дублировал защиту и был защищен. Поэтому руки уже, еще раз тебя дублируют, защищают. Наносишь удар. Раз. Видишь движение? Вперед подаю. Раз. На другую сторону. Раз. И раз. Вперед. Молодец. Видишь, вперед движение. Вот у тебя движение. И вот здесь ты уже подстраиваешь удар. В оригинале так от двойки не уйти. То есть тебя тут же вскроют. И раз. Далеко не уходи. И раз. На меня. Раз. На меня. На меня. Вытягивай руку. Вот хорошо. Вытягивай. Вот видишь, где у тебя. Вот он и заканчивается твой уклон. Вперед подаешь. Ты ж массу вперед гонишь. Вот на меня подавай массу. Раз. Молодец. Раз. 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 Вперед. Вперед. Вперед движение. Вперед. Молодец. Вперед. Вперед. На другую сторону. Вперед. Вперед. Летишь на меня. Вперед. Летишь прямо на меня. Вперед. Вот. Вперед наклоняйся. Вперед. Вперед. Молодец. На меня иди. Во, на меня, на меня. Вот, хорошо. И ручку выдвини ручку. Так тебе проще будет. Видишь, у тебя на ногах здесь все сломалось. То есть ты, получается, просто согнулся. А ты выведи тело. Вот оно. Во, выведи его. Немножко, немножко. Сильно ты ломаешь. Вот достаточно вот здесь даже. Вот здесь будет достаточно уже. Еще разок. На меня смотри. И раз. Молодец. С другой стороны. Вот. Вперед. Вот. Молодец. Я говорю, с первого раза и не въедешь, как вот в какие рельсы ты запускаешь его. В какую сторону у тебя пойдет тело. Сюда оно пойдет. Сюда. 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 У тебя разные будут удары. И разные поэтому уклоны. То есть там целая масса их. Во все стороны. Начинаешь, смотри, с хвата. Схват поймал и начинаешь потихонечку для себя все стороны обозначать, в которые будешь наклоняться. Вот хорошо. Ноги пока выключи. Все телом делаешь. О, хорошо. Попробуй где-то поднырнуть. Где-то уйти, да, во. Чтобы максимально раскидать. Вот здесь тоже есть нюанс. То есть вы все равно все через зрение делаете. Поэтому, если надо, чуть-чуть поближе подойдите. Если чувствуете опасность, чуть-чуть оттянитесь. Но тело надо во все стороны прогрузить. Во все стороны. Еще раз повторю. Удар будет разнообразно идти. С одной стороны он может так выйти, с другой стороны он может по другой траектории уже пойти. И вот эти вот траектории вы должны распознавать. Чтобы их распознавать, их надо хорошо рассмотреть. Где опасности? Итак, уклоны во все стороны, подсадки, оттяжки во все стороны. Ты спокойно пока выведи, да. Пусть он сам расслабится, успокоится. Видишь, и вот здесь вот уже вот эти дистанции вот эти он и вглядывает.
Ты всегда должен думать об ударе, Андрей. Поэтому каждый твой уклон должен как бы выводить. Ну сейчас не выводи, но ты думай всегда об этом. То есть уже как бы, то есть у тебя нету задачи отходить, понимаешь? Если ты думаешь про удар, ты никогда не оттянешься. То есть никогда шаг назад уже не сделаешь. Ты будешь все это через тело делать. Где-то даже терпеть будешь, но все равно будешь как бы, ну, стремиться к удару. Поэтому думай всегда о нем. Все защиты ты подбираешь только под удар. Вот где-то на ноги подсядь. Прям красиво подсядь. Вот, чтобы там где-то, может быть, и остаться. Видишь, как глубоко ты слишком далеко вот уходишь от него, от удара. Прям сильно ты здесь. А ты прям вот, тебе надо, да, чтобы ты как раз под ударом вот уже вот эти вот ощущения ты собираешь. Вот эти как можно ближе. Тебе рассмотреть, еще раз говорю, надо, где будет опасность. Потом уже по скоростям мы это отработаем. Когда уверенность есть, то, что сделаешь, ты можешь это быстро делать. Старайся, да, менять ее каждый раз. Ну, хорошо комбинируют с руками эти защиты. Правда, некоторые такие отбивы лучше не делать. Травматично. По-разному вниз. Вот, хорошо. Защита телом, она очень красивая, она очень сложная. Она сочетается со всеми защитами, сочетается со всеми ударами. Все то, что вы делаете от тела, является определяющим. Поэтому подводите постепенно защиту телом к защите руками и ногами. И тогда уже будет полный схват всей защиты. Потому что у боксера это одномоментная реакция. Он видит, он сразу точно знает, как ему надо защититься, чтобы быстро выполнить удар. Не ставится защита без удара. И у постановки есть еще один такой очень важный момент. Защита всегда ставится по-живому. И вот именно вот эта вот практика, она и подчеркивает теорию. То есть теория изучается уже из практики, чтобы вы попробовали и по ощущениям уже понятно было, как же построить, как подстроить защиту. Поэтому смотрите нас, оставайтесь с нами. Будет много полезной информации. До новых встреч!